Как связать укороченные ряды в полупатенте? Я уже показывала этот свитер, я давала схему, как вязать свитер, похожий на максмаровский. И здесь важен момент, когда мы вывязываем горловину, нам нужно вывязать росток. И вот как раз укороченными рядами мы это делаем. Я вам сейчас покажу как раз образец, на котором я уже связала 5 раз вот эти укороченные ряды. Таким образом получилось, что одна сторона на 10 рядов выше другой. И вот здесь как раз мы видим, что никаких дырочек нет. Начинаем вязать ряд обычной полуанглийской резинкой или полупатентом еще мы его называем. Это как раз сторона, где я провязываю одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая. Это обычная резинка 1 на 1. Мы помним, что мы в полупатенте одну сторону вяжем обычной резинкой 1 на 1, а другую сторону мы одну петельку снимаем с накидом, а другую провязываем. И, собственно говоря, это может быть... Я вяжу обычно, что я изнаночную снимаю с накидом, а лицевую провязываю. И вот мы доходим до того момента, где нам надо повернуть. В данном случае это у меня лицевая петля. Я уже несколько поворотов сделала. И вот сейчас я дошла как раз до лицевой петли с накидом. Я ее провязала. Аккуратненько поворачиваю. Снимаю эту петлю без провязывания на соседнюю спицу, нитку за изделие. И мне надо аккуратно натянуть эту нить таким образом, чтобы у меня появилось 4 ножки, чтобы у меня такая перетяжечка была. Пальчиком придерживаю и начинаю дальше вязать. У меня первая лицевая петля, я ее просто провязываю. Дальше у меня по раппорту изнаночная, которую мне надо снять с накидом. Дальше я опять лицевую провязываю, изнаночную снимаю с накидом. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю с накидом. И так до конца ряда нам нужно сделать это. Вот потихонечку вырисовывается рисунок, точнее наклон наших укороченных рядов. Давайте я вам еще несколько раз покажу. Опять начинаем вязать. Начинаем с петли, у меня опять раппорт, одна лицевая, одна изнаночная, то есть обычная резинку, как раз надо сейчас провязать. И сейчас дойдем до того момента, чтобы сделать еще несколько сокращений, несколько поворотов. Делаю я повороты как раз на лицевой петле. Сейчас мы дойдем, мне как раз там по 2 петли я не доходила. Вот как раз наша лицевая петля, я ее провязываю и опять аккуратненько поворачиваю. И вот таким образом формируются укороченные ряды. Я ее сняла, не провязывая на другую спицу. Опять аккуратненько перетянула, затянула, так пальчиком попридержала. И дальше иду опять. Первая петля, лицевая, я ее провязала. Дальше накид. Будем осторожны, чтобы не запутаться. Ну и так до конца ряда. И давайте еще раз, третий раз, чтобы уже запомнить это. Я покажу. И потом я покажу, как закреплять эти петли, чтобы тоже не было дырочек. Вот отлично, смотрите, как получается. Сейчас такие как, ну, немножко как узелочки у нас там на вязании, но не бойтесь, мы потом их не будет видно на вязании. Я покажу, как дальше это будет. Хорошо, давайте еще последний раз. Провязываем этот ряд 1 на 1 резинкой, одна лицевая, одна изнаночная. Так,
Так, ну и вот наша лицевая петелька, на которой мы должны повернуть. Вот 4 раза, это уже 5-й раз у нас будет. Повернули, сняли петлю на другую спицу, нитку за вязание, аккуратно натянули, пальчиком подтянули, держим, придерживаем. Можем так даже нажать, придержать. Провязываем первую петлю, у нас лицевая, следующая у нас изнаночная, которую мы снимаем с накидом. Опять лицевую провязываем, изнаночную с накидом снимаем. И так мы должны довязать до конца ряда, и следующий ряд будет закрепительный. Что ж, нам надо теперь провязать и закрепить все наши петелечки, которые вот пока там как узелочечки есть. Наклон виден хорошо, уже видно эти ряды. Наш ряд теперь обычный. Мы просто провязываем опять лицевая, изнаночная, это 1 на 1. И вот мы дошли до нашей первой поворотной петли. Обратите внимание, вот у нее теперь получается как бы 2 ножки спереди и 2 ножки сзади. То есть она такая вот двойная у нас. Где же нам браться? Мы беремся между этими 2 ножками из центра петли лицевой и аккуратненько вот так вот провязываем, чтобы наша петелька была, развернулась как бы к нам. Давайте опять следующая у нас петля. Видите, у нас 2 ножки. Мы должны зайти как бы сбоку, да, и провязать 2 эти ножки. Обязательно вот так вот смотрите, чтобы не было перекрута. Опять у нас наш укороченный ряд и наша поворотная петля. Вот эта петелечка. Вот мы опять эти 2, которые спереди у нас ножки, мы их подхватили, протянули ниточку, которая у нас сзади, за нее. И вот таким образом аккуратненько она легла, она как бы развернулась к нам. Опять у нас изнаночная. И еще раз повторяем. Вот это у нас 2 ножечки эти. Поддели их, ниточку поддели между, протянули. И у нас обычная лицевая петля. Ну и последний раз. Вот таким образом. И довязываем ряд до конца. Ну и, собственно говоря, вот результат. Все хорошо получилось. Нету никаких дырочек. Используйте этот метод, когда будете провязывать укороченными рядами, допустим, горловину, оформлять росток и формировать росток. Таким образом можно набрать любое количество дополнительной вот этой высоты в ростке. Или же, если вы хотите, допустим, сделать свитер, когда спереди, ну, можно так сказать, пузико короче, а попка, ну, там на спинке немножко длиннее. Вот тоже таким лекалом полукруглым можно будет сформировать этими укороченными рядами. То есть на вот этой полупатентной резинке очень хорошо провязывается, не видно дырочек, ну, прекрасно. Причем, что такой же метод применим и к обычной английской резинке. Вот пример, кстати, укороченных рядов, но в обычной лицевой и изнаночных рядах.